Всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом пахлавы. Для начала нам понадобятся орехи, у меня очищенные. Если у вас не очищенные, нужно отправить на 7-8 минут в духовку и затем очистить от шелухи. Здесь у меня 300 грамм, пропустила через блендер, добавила 1 чайную ложку кардамона и 1 стакан сахара. Затем все перемешиваем и начинка готова. Откладываем ее в сторону. Теперь приготовим сироп. В посуду всыпаем 2,5 стакана сахарного песка и добавляем 2 стакана воды. Перемешиваем, ставим на плиту и доводим до кипения. Как закипит, выжимаем дольку лимона и оставляем на медленном огне готовиться 15 минут. Тем временем замесим тесто. В посуду вливаем 1 стакан молока, добавляем 1 чайную ложку песка и пол чайной ложки дрожжей. Перемешиваем и оставляем на 5 минут. Тем временем растопим сливочное масло, здесь 150 грамм. Спустя 5 минут добавляем щепотку соли, 1 яйцо, 1 белок. Желток откладываем в сторону, он нам пригодится позже. 1 пакетик ванильного сахара и слегка остывшее растопленное масло. Перемешиваем и добавляем 3,5 стакана муки. Еще 1 стакан муки я добавила после того, как перемешала тесто. В общей сложности я добавила 4,5 стакана муки. У вас это может меняться в зависимости от размера яиц и от качества муки. Вам также советую последний стакан добавлять потихонечку. Тесто должно получиться эластичное и мягкое. Тесто сразу выкладываем на рабочий стол и делим на 9 частей. 2 из них будут побольше, остальные 7 поменьше. Те, что побольше, это будет у нас первый и последний слой пахлавы. Формируем клубочки и оставляем под пищевой пленкой на 10 минут. Затем по одному начинаем их раскатывать по диаметру нашей формы. Также растапливаем 200 грамм сливочного масла, слегка смазываем дно формы и выкладываем наш первый слой. Если есть лишние края, срезаем их. Каждый слой смазываем маслом и выкладываем начинку, примерно 3-4 столовые ложки. Распределяя ее по всей поверхности. Предпоследний слой также смазываем маслом, но начинку не выкладываем. Сверх него выкладываем наш последний слой и его уже не смазываем маслом. Выравниваем края, срезаем лишнее и начинаем нарезать нашу пахлаву. Для начала делим на 4 равные части, а затем каждую часть разрезаем, как показано на видео. Или же можете по желанию нарезать по-другому.
В начале видео мы откладывали один желток, добавляем к нему 1 столовую ложку молока и смазываем нашу пахлаву. Затем в середину каждого кусочка выкладываю фундук. И отправляю в разогретую до 170 градусов духовку на 10 минут. Затем достаем из духовки и ножом проходим по всем разрезам. И оставшимся сливочным маслом поливаю все щели. Затем отправляю в духовку, пока пахлава не зарумянится. Прямо в горячем виде заливаю ее остывшим сиропом. Оставляем в стороне, пока она полностью не впитает весь сироп. И наша пахлава готова. Порадуйте меня своим лайком и подпиской. До новых встреч!